Ох, ох, ох. Два красавчика стоят. Первые свои метры проезжает грядообразователь. Так как мы делали модернизацию, грядку пытались сделать более под прямым углом, но сейчас все равно не получается пока ее до конца оформить так, как мы хотим. Я Арсена снимаю, у которой на все руки мастер. У нас эксперимент за экспериментом. В этот день мы ехали в агропарк в очень приподнятом настроении, так как там нас уже ждал и грядообразователь, и пленкоукладчик. Собрать всю эту технику подетально, по крупицам, по болтику. Это, конечно, процесс был не быстрый, но было видно невооруженным взглядом, как мужчинам было приятно работать с итальянской техникой. Арсен заливает масло. Грядообразователь полностью модифицирован под наши все требования. Готов к работе. Очень надеюсь, что сегодня посмотрим его уже в действии. А рядом стоит пленкоукладчик. Трактор приехал из Карабалты аж к нам. Это большая проблема технику найти сейчас, даже такую. Но главное, что приехал. После того, как масло залили, ребята должны были сначала прикрепить к трактору грядообразователь, и потом к нему уже пленкоукладчик. Но, конечно, это только звучит легко и кажется быстрым прикрепить, но оказалось на деле, что высота должна быть правильная, то есть трактор, например, тот, который был у нас, чтобы зацепить петли и прикрепиться к ним, ему нужно было что-то под него подкладывать. Очень хорошо нам помогли мешки, это специальное удобрение с птицефабрики. Тут они нам служили небольшим помостом. И вот прикрепить грядообразователь, потом сам грядообразователь, мало того, что нужно было прикрепить, потом нужно было еще запустить все механизмы для работы внутри лопасти. Это кардан, который мы крепим одну сторону к трактору, а другую к грядообразователю, чтобы крутилась фреза. Так? Да. Работали и действительно убеждались, насколько итальянская техника отличается своей точностью и продуманностью всей конструкции. И, кстати, создается в большинстве своем и пользуется спросом, популярностью она именно у фермеров-ягодоводов, потому как грядообразователи формируют вот эти так нужные нам приподнятые грядки, и это обеспечивает, в свою очередь, не только удобство для фермеров при сборе, но и отличную вентиляцию почвы, хороший сток воды. А пленкоукладчик, который работает синхронно с формирователем, он одновременно натягивает мульчирующую пленку, фиксирует ее по краям. Это мало того, что экономит колоссальное количество времени, еще и уменьшает потери влаги. Совпало так, что грядообразователь сделали, и день, когда мы его пригнали в агропарк для того, чтобы запустить и протестить, попробовать, совпал с самым пиком жары в Кыргызстане. Сегодня 38-39, завтра 41. Снимать на телефон не могу, только в тенечке. Стоит выйти на солнце, телефон сразу же отказывается работать. Капельная лента.
будет под пленочкой также прятаться. Все собрали, все закрутили. Кажется, мы это устанавливали где-то 3 часа собирали. Давай, детка. Получается такой своеобразный паровозик, который сейчас поедет на поле делать грядки нужной нам высоты и сразу же покрывать их пленкой. Заезжаем в агропарк. Заезжаем. Ну, конечно, если бы у нас получилось все с первого раза, это было бы как-то очень странно. Первое, с чем мы столкнулись, когда грядообразователь поехал делать грядки, сразу бросилось в глаза, что они не получаются устойчивыми. Под пленкой оставались пустые места, что говорило о том, что недостаточно хорошо земля собирается и формируется. Трактор запустили. Но с бугром пока еще не все так идеально, как нам хотелось бы. Техника вредничает в том плане, что так как мы делали модернизацию, грядку пытались сделать более под прямым углом, но сейчас все равно не получается пока ее до конца оформить так, как мы хотим. Во-первых, очень сухая земля. А во-вторых, все-таки, скорее всего, нужно будет еще что-то делать в модернизации. Сейчас ребята, как освободятся, обязательно расскажут, что именно. Пока просто остается наблюдать и догадываться. На вот эту балку поставить для вот этих крыльев, как этот, упоры, чтобы к ней открывало. Вот эти крылья отсюда закрепить, да? Да. Ну, не жестко, не заваривать. Здесь сделать на балке упора, она жесткая, чтобы их не растопыривало землю. Разные стороны. И вот это еще надо сократить. Вот так, да? Да. Дарим, да? Зачем она нам длинная? Вот если эту сократить, тогда эти сильно добавлять не надо. Чтобы не тратить время, решили, учитывая, что есть с собой все необходимые инструменты, сразу на месте сократить расстояние балок, длину балок между грядообразователем и пленкоукладчиком, чтобы из формирователя земля как можно быстрее попадала под пленку. И ребята приступили, еще немножечко потестив, посмотрев, как ведет себя земля на выходе из формирователя, приняли действительно решение подрезать эти балки и тут же приступили к исполнению задуманного. Ну а пока велись все эти сварочные, закрепительные работы, Телег и Телегон решили поэкспериментировать на поле и полили небольшой участок земли, куда мы решили запустить уже по-новому немножечко модернизированный трактор с грядообразователем. 6:30 вечера. Ребята сами укоротили крепеж, который держит грядообразователь, точнее, который держит пленкоукладчик, чтобы было как можно меньше расстояния между грядообразователем, там сверху прессовочный есть такой вал,
и между пленкообразователем. И теперь есть вероятность, что грядка будет меньше распадаться и быстрее попадать в пленку. Это тоже будет своеобразное дополнительное крепление. Ну а потом техника снова совершила торжественный обновленный выезд на поле. Трактор, который вышел на поле, он обыкновенный. А нам для вот работы с таким грядообразователем, с такой техникой, нужен специальный трактор с функцией ходоуменьшителя. То есть он сейчас ехал на первой скорости, и для такой техники эта скорость достаточно большая. Необходимо ее еще больше погасить. Вот, собственно, функция ходоуменьшения как раз-таки и выполняет эту задачу. И трактор как раз уже в этот день, на сегодняшний момент, когда записываем этот ролик, он уже прибыл в Кыргызстан из Китая, уже растаможен. Сейчас мы ждем только одного. Сейчас мы ждем, чтобы наша земля увлажнилась. Буквально несколько дней у нас ушло на то, чтобы протянуть по всему полю ленты поливочные и запустить орошение. Thank you.